Добрым утром из Италии. Мой третий день в Риме. И сейчас я решил начать свой день с главной достопримечательности Рима. Это Колизей. Я решил пойти к Колизею пешком. От моей квартиры расстояние приблизительно 3,5 километра. И вот по дороге я вышел на такой рынок. И, возможно, где-нибудь здесь я и позавтракаю. Вот нашел такое место, называется Роза, рейтинг 5.0. В этом месте изготовляют лепадино. Это вот такой блинчик, который они запекают на месте, и в него заворачивают различные вкусности. Вот последовала моя лападина с бекончиком, сырком, с авокадо. Ну, естественно, оранжевый сок, он же апельсиновый. Так что будем завтракать. На первый взгляд мне казалось обычный хлеб, но на самом деле действительно очень мягкий, очень вкусный. И казалось бы все по-простому, но на самом деле очень вкусно. И с завтраком я точно не прогадал. Ну что, вот я и подобрался к могучему Колизею. Здесь такая триумфальная арка. Эта арка, естественно, посвящена самому императору Константину, который победил иного претендента на трон. Кстати, именно с этой арки в свое время вдохновились в Париже. Сюда я заказал билет заранее. Это комплексный билет, который включает посещение не только Колизея, а также и Римский форум. При входе здесь все серьезно, как в аэропорту. Вот и я наконец-то оказался на легендарной гладиаторской арене. Ее начали строить еще в 1972 году до нашей эры. И на строительство ушло около 8 лет. Всего арена вмещала около 50 тысяч посетителей. Здесь проходили гладиаторские бои, а позже различные представления и концерты. В стоимость обычного билета не входит посещение самой арены внизу. Но я немножко переплатил экстра, чтобы посмотреть немножко больше, чем это возможно. И мне кажется, это стоило того. Это уже мое третье новое чудо света. Ранее посещал Иорданскую Петру и китайскую Великую Стену. Ну что, поднимаемся дальше, на второй ярус. Снаружи здесь прям целый музей, но я уже этим всем насытился. Уже посетил немало музеев с подобными раскопками. Сейчас конкретно меня интересует сама арена, поэтому я здесь не буду задерживаться. Величие этой арены просто завораживает. И это при том, что она утратила 2/3 своего первоначального объема. Я прям, находясь на этой арене, все это время вспоминал один из своих любимых фильмов «Спартак», когда Кирк Дуглас исполнял роль гладиатора. Чуть более часа мне понадобилось, чтобы обойти Колизей. Следующий пункт направления у меня это холм Палатин, и затем я перейду в Римский форум.
давайте пройдемся по тем местам, где ранее возводились дворцы великим императором. Как известно, Рим считается город 7 холмов, и этот холм считается самым центральным. Мне казалось, что будет какая-то небольшая горка с каким-то там обзором, с небольшими раскопками. Но, как всегда, ожидания не совпадают с реальностью. Тут просто огромный целый комплекс, бесконечные раскопки, которые, кстати, ведутся по сей день. Ну что, будем спускаться по ступенькам в Римский форум. В древности на этом месте был рынок. Затем уже стали проводить народные собрания, и уже в связи с этим возникла нужда построить дома, соборы, арки, ну и так далее. Вот такая очередь в храм Ромуло. Все же я заинтриговался и решил подождать немного в очереди. В общем, я насытился уже пастой, поэтому в этот раз я решил заказать себе что-то мясное. Вот такой вот стейк свиной. Странно, что ничего к нему не принесли, но ничего страшного. У меня останется еще аппетит для чего-то другого в течение дня. Вот я и оказался возле фонтана Треви. И это не просто фонтан, а целый архитектурный комплекс.
Высота этого фонтана составляет целые 26 метров и ширина 50 метров. С этим местом связана традиция бросать монетки. И за год сюда набрасывают свыше 100 миллионов евро. Поэтому местные власти распорядились, чтобы здесь были люди, которые каждый день выгребали по несколько килограмм монет. А здесь, оказывается, парламент местный. И вот, видимо, я как раз попал на смену караула. Да, и, кстати, это не парламент, а президентский дворец, как мне сказали полицейские. Так что заскочил я сюда так мимоходом и попал в самый интересный момент. Вот нашел магазин сувениров с адекватными ценами, пожалуйста. Магнитик 1 евро. Вообще я очень редко покупаю сувениры, но в этот раз, пожалуй, я возьму магнитик и тарелочку вот такую, 7 евро. Везде мне ее толкали за 15, я даже не стану торговаться. Аллилуйя! Нашел я топовое место по коктейльчикам, заказал себе Bloody Mary за 12 евро. А мне вот в придачу принесли еще такие вкусности. Такое арт-кафе. В принципе, ощущаю себя как в музее